Ну что, мы прилетели в Мурманск, столицу Арктики. И здесь довольно тепло, -6, потому что в Москве сейчас -17. Нас радует солнышко. Сзади нас вон прекрасный аэропорт одноэтажный, где написано «Мурманск, столица Арктики». Мы взяли машину и поедем по Мурманску, в Североморск, на Териберку, в Кировск, возможно. Ну и главное, я надеюсь, что мы увидим северное сияние. Мне настолько нравится Мурманск, что одновременно я решил показывать выпуск из него и летом, и зимой. Потому что лучше этого города, куда за 2 раза можно поехать за полгода, я еще не нашел. Вот. Но даже вот в хорошую погоду, когда нет снега, он очень мрачный. Реально, прям погода не спасает. Спасает только ночь. Позади меня маяк морякам, погибшим в мирное время, который здесь поставили в 2001 году. После трагедии, скорее всего, подлодки «Курск», которая произошла в 2000-м. И история этой рубки заключается в том, что ее нашли на какой-то базе хранения, где она провалялась 5 лет, потом ее продали на металлолом и каким-то чудом спасли. И вот только потом поставили этот мемориал, как всегда в нашей стране. Все сначала происходит какая-то трагическая вещь, вот, потом ее пытаются замалчивать или что-то скрывать. Потом они, хотя устанавливают памятник, в итоге по факту этого памятника могло и не быть, если бы эту группку просто переплавили. Вот. Но стоит она в довольно неприглядном месте, хотя она стоит на вершине, стоит ровно напротив страшного каменного дома. Ну, честно сказать, когда Путин сказал, что подлодка утонула, Ларри Кингу, вот, с этого момента, наверное, у здравомыслящих людей какие-то появились очень большие вопросы к нашему президенту, впрочем, как и у меня. Вот. Но самое главное, что это классная смотровая площадка на город, и нам очень повезло, потому что только над нами ясное небо, а везде вокруг метель. И погода меняется реально каждые 5-10 минут. То есть едешь, метет, едешь, красота. Опять метет, опять чистый воздух, и все прозрачно. Мы находимся у памятника защитникам Заполярья. И, между прочим, это второй по высоте в России памятник после Волгоградской «Родина-мать зовет». Его установили в 1974 году. Памятник-то погиб во Вторую мировую. И высота его с постаментом 42 метра. Очень массивный, очень красивый. Нам, конечно же, уже не повезло с погодой, потому что сзади меня Мурманск, и его там уже практически не видно. И открытый залив с кораблями. Вокруг него красивый лес, красивое озеро, но дальше страшный порт и довольно мрачный город. Чуть ниже какая-то площадка страшная. И вот там где-то вдалеке находятся скамейки. Вообще непонятно для кого.
потому что оттуда ты даже не будешь смотреть на этот памятник, будешь сидеть где-то в углу, и тебя будет продувать совершенно адский ветер, потому что здесь сильный ветрило даже сейчас в сентябре. Когда я здесь был зимой, я вообще здесь не мог находиться, у тебя ветер просто пронизывал до костей, пальцы покрывались такой корочкой, и находиться здесь реально было невозможно. Ну, потому и он и защитник советского Заполярья, не позволяет никому подойти близко. Мы находимся в морском порту Мурманск. Позади меня первый атомный ледокол «Ленин». Спущен на воду в 1957 году. На самом деле это круто, то, что они пробили таким образом Северный морской путь, и он мог бурить льды. Но сейчас, по сравнению с кучей других кораблей, даже того, который стоит по соседству вот здесь, он уже не так впечатляет. Но в целом Мурманск, он вообще создает впечатление, конечно, супер промышленного города, индустриального. Здесь все дома очень мрачные, серые. Чтобы сюда попасть, мы должны были стоять 20 минут на шлагбауме, потому что очень много товарных поездов ехало из порта. И ничего с этим было делать нельзя. С двух сторон были закрыты шлагбаумы, мы просто стояли и ждали. Вот. Поэтому вряд ли здесь город как бы для людей. Здесь скорее город для работы. И повсюду различная реклама, там, виза для моряков, там, поможем трудоустройством на судно. То есть это такое очень... Ну, я думаю, что это как бы морской порт, да, и судоходство — это главное, как бы, градообразующее предприятие города. Но зато вот здесь, позади меня, впервые какие-то украшения на фоне старого здания морского порта. Вот оно. Вообще, что можно почерпнуть из похода к морскому порту? Во-первых, очень холодно. Во-вторых, корабли, конечно же, впечатляют. И в этом плане мощь Советского Союза и его промышленности, она здесь как раз ощущается. В отличие от многих других вещей, которые Советский Союз развалил. Но здесь они, правда, хороши. Но больше, чем один день в Мурманске, скорее всего, делать реально абсолютно нечего. Только искать северное сияние. Мы должны были сегодня попасть в Териберку, но в силу адской метели дорога оказалась абсолютно закрыта, просто непроездная, с нулевой видимостью, и с вероятностью попасть в адскую снежную лавину. Это как буря в пустыне, и все. Поэтому мы решили поехать в Кировск, где солнышко, где горы Хибины, и по пути очень много градообразующих предприятий, как Оленегорск, с полузаброшенными какими-то домами, с людьми, которые живут здесь на самом деле, потому что здесь много машин. Но в большинстве своем это, конечно, просто заброшки. Во время поездки в Кировск мы обнаружили, естественно, что здесь добывается куча руды, и хотели попасть на карьеры, на выработки огромные. Они считаются одними из самых больших в России. Но, естественно, здесь везде КПП. Но зато по пути мы наткнулись на железную дорогу, по которой я сейчас иду, и на совершенно огромное гигантское озеро позади меня, которых тут, конечно, очень много, и поэтому люди тут постоянно рыбачат с палатками.
Есть своя романтика идти по полузаброшенным, редко используемым железнодорожным путям, которые, кстати, очень чистые, потому что вот здесь жилищные коммунальные службы работают просто на износ каждый день с учетом метелей. Охренеть просто. Но это было сильно. Так что я впервые в жизни пропустил поезд, прямо стоя около железной дороги. Это просто захватывающе. Мы находимся в Кировске с башней с часами. Кировск — это столица добычи апатитов, которые, как я выяснил, это на самом деле фосфоры, фосфаты, которые добываются для сельскохозяйственной промышленности. И если вы пишете в Яндексе достопримечательности Кировска, то кроме этой башни здесь есть только заброшенный железнодорожный вокзал, к которому мы сейчас поедем. В остальном это уже для меня обычный промышленный город с яркими остановками, с тракторами, которые шумят и ездят позади меня, и яркими домами желтого цвета, чтобы люди, которые здесь живут, они бы радовались жизни, и им было чуточку лучше, чем если бы они жили в серых панельках, как на самом деле везде на окраине города. Я люблю тебя, Кировск, я делю с тобой горе и радость. Я дышу твоим воздухом, пью из твоих родников. Я довольна судьбой, я сумею ценить даже малость из того, что даровано жизнью больших городов. Приехали в главный аттракцион по версии Яндекса, это Снежная деревня, вход в которую, между прочим, стоит 800 рублей, даже в Третьяковку 500. И это просто снежная пещера, супер плотная, с различными, на самом деле, художественными произведениями на стенах и с какими-то ледяными скульптурами. Красиво, конечно, но все равно какая-то туристическая развлекаловка. То есть, чтобы посмотреть в Кировске что-то вот такое монолитное, это только заброшенный вокзал, вот эта башня с часами, ну и покататься там на снегоходах, покататься на сноуборде. Но так смотреть нечего. Когда я говорил о художественной ценности, я не врал, потому что на стенах показываются какие-то известные исторические события, но нужно угадать, что это. Никакой подписи нет. Например, напротив меня находится картина «Крестьянин» Казимира Малевича. Но кто из жителей Апатитов знает, что это крестьянин Казимира Малевича, а не просто какие-то рисунки на снегу? Я обнаружил страшную опечатку, что на огромной географической карте слово «Азия» написано, между прочим, через «ай». Просто непростительная ошибка. Итак, Снежная деревня. Это очень важная выставка, за которую не только 800 рублей, но и 2000 не жалко, потому что она проповедует и пропагандирует очень важные ценности. Первое. Это, конечно, дружба с капиталистическими странами. Статуя свободы, освещающая мир, и слово «liberty», которое запрещено на территории Российской Федерации. Во-вторых, это дружба с различными странами в принципе. И это самые известные, могущественные страны, поэтому они выгравированы на стене. Турция, неизвестный мне флаг, Барбадос, опять неизвестный флаг, опять неизвестный флаг, опять неизвестный флаг, или это, может, какие-то. И предположим, что это Вьетнам. Там еще где-то была Южная Африка, Бангладеш, Алжир. Вот они, оплоты как бы нашего союза, и вместе мы поднимем нашу глобальную промышленность и поднимем ее на новый уровень. В-третьих, это, конечно же, самодержавие. Какой-то дворец, изображенный на стене, какие-то музы, которые слева и справа на стенах. Это ни о чем не говорит, это просто показывает наше отношение к самодержавию и ее историческим истокам. Ничего в этом плохого не вижу.
В-четвертых, это, конечно, поддержка наших любимых органов. Например, ГАИ. Никогда бы не узнал, что ГАИ исполняется 85 лет, пока бы не зашел в эту снежную деревню. Ну и, наконец, помимо освещения различного искусства, картин, таких как Малевича, тут еще есть очень важная вещь. Это поддержка международных институтов. Например, ЮНЕСКО и Greenpeace. Именно эти организации были первыми, которые попали на платформу Приразломная при разливе в Норильске, потому что наша страна тесно с ними сотрудничает. И именно это они хотели отобразить в этой деревне. Всем спасибо. Я довольна судьбой, я сумею ценить даже малость из того, что даровано жизнью больших городов. Не стесняйся морщин, что в степях пролегают полынью. Не стесняйся седин, это мудрости след на висках. Ты мне машешь рукой с несмываемой угольной пылью. Ну что, я на центральной площади Кировска ночью. И здесь довольно приятная подсветка и красивый центральный сквер с полукруглыми зданиями, такой, знаете, сталинский стиль, с лестницами, которые идут наверх на много уровней в сторону ДК. Позади меня знаменитая гостиница, наверное, северная. Наверное, вот этот классные зеленые лампочки означают северное сияние. Вот. Я поставил несколько минут внутри, ну, как бы во дворе панелек, и потому что здесь реально людям очень тяжело жить. То есть у меня это вогнало в депрессию довольно быстро. Как представил, что здесь, например, проведу несколько суток, ну, просто живя, да, даже не катаясь, сразу становится немножко не по себе, и может даже немножко грустно тех людей, которые здесь оказались, тем более судьбы. Это, конечно, немножко философски звучит, но понятно, что детям здесь весело там кататься, там проводить время, но в целом довольно темно. И вот желтый свет фонарей, вот здесь вот сзади белый, но где-то желтый, как-то вызывает какое-то ощущение безысходности. Ну что, третий день мы пытаемся попасть в Териберку, и третий день север нас туда не пускает. То есть дорога вроде чистая, но там дальше вдалеке там развороченные фуры, какие-то гигантские сугробы в тундре, и ДПС перегородил дорогу, поэтому попасть туда нам, к сожалению, в эту поездку не получится. Это очень грустно, но против севера и погоды не попрешь. Сентябрь, заполярная дорога в самый северный поселок на Северном Ледовитом океане, Териберку. В сентябре здесь проехать явно легче. До этого, кстати, был просто идеальный асфальт, но здесь вот уже грунтовка, но довольно лайтовая. Осталось еще 25 километров. Как видите, тепло. Сейчас хотя градусов 6-7, но на солнышке можно даже без куртки. Вот. Машин почти нет. Зато есть очень красивая арктическая тундра. Я так понимаю, что зимой здесь очень сильные ветра продувают, поэтому здесь 3-метровые снежные заносы.
что, друзья, я на Северном Ледовитом океане со второй попытки попал сюда, в Териберку. И это пляж динозавров, каменный пляж. И прямо здесь он. Вот. Еще в феврале, когда мы пытались, и дороги были перекрыты, все равно главной мечтой было попасть сюда. Вот. Вода, конечно, очень холодная, но я думаю, что придется все равно уже окунуть ножки на пляже самой Териберки. А здесь очень ощущение чего-то масштабного, да, того, что не подвластно человеку, чего-то доисторического, потому что это просто выглядит как другая планета. Я такого количества камней никогда не видел. Это огромное яйцо просто. Ну что, если пройти от пляжа динозавров где-то километр, можно прийти на главную достопримечательность природную. Это Батарейский водопад, который впадает в Северный Ледовитый океан. Я так понимаю, что из-за териберских водохранилищ как раз вот вода скапливается и потом приходит в речку и вот выливается прямо туда. Вообще природа здесь какая-то доисторическая. Это природный памятник какой-то большой древности, еще до появления людей. И он на тебя так давит массой, но в то же время вдохновляет и показывает человеку, какое он место занимает в этом мире. И это вообще не метафора. Именно так я себя здесь и ощущаю. И главное, что позади все еще Северный Ледовитый океан. Если есть в поселке заброшенное здание, мне туда нужно обязательно пробраться. Вот сейчас мы находимся в заброшенном здании муниципальной школы. Тут все заколочено фанерой, поэтому довольно темно. Но посмотрим, если мы можем найти хотя бы учебные классы, например. Ну что, вот он, Териберский берег, Северный Ледовитый океан и всякие знаменитые артефакты, заброшенные корабли, трон из «Игры престолов», качели. Все здесь.
Это крайний север. Здесь очень трудно жить, но приехать сюда и увидеть это своими глазами реально того стоит. Вот. Как здесь прожить, скажем, полгода, я с трудом представляю. Но в целом, несмотря на большинство изб, которые полуразвалены, есть много новых ресторанов, кафе, новых домов, поэтому Териберка живет, и я уверен, что ее все еще ждет большое будущее. Если 3 дня не попадать на Териберку, единственный способ себя развлечь – это, конечно же, попасть в краеведческий музей Мурманска. Здесь есть киты, у которых грыжи на позвоночнике, какие-то древние инструменты, петроглифы, лодки. Но самое главное, здесь доказано научно, что китайцы здесь появились задолго до появления туризма в Мурманске. Они здесь строили железную дорогу. Вот это лыжи людей, которые приезжают на курорт в Кировск. А вот ради чего мы ехали в Хибины. Ради апатита, нефилиновой руды и самого апатита. Мы изучаем минералы и геологию Кольского полуострова. Эй, Джонни, а что делает Пенквилл? Пенквилл Кист. Мы изучаем минералы и выяснили, что паракел дышит. А металл, он парит, кстати, он парит. А можно меньше было найти? И Пенквилл Иксид. А там есть еще какой-то еврей Зарит с Раитом. Этот минерал так называется в честь Брексита. Национальное блюдо. Ну и, конечно, здесь есть Чечня. Рамзаит, Кадыровит. Краеведческий музей. Мурманск летом и Мурманск зимой – это абсолютно разные города. Здесь даже можно прогуляться, но главное, что когда спадает снег, видно, насколько плохое состояние дорог в этом городе, что он на самом деле довольно грустный. Вот. Единственный момент, когда он красивый, это ночью, когда он светится, к сожалению.
Что хотелось сказать в заключении про Мурманск. Классный город, реально. Центр города освещается, есть классные заведения. Люди очень добрые, за исключением кассирши в Краеведческом музее, который сказал, что касса закрылась 4 минуты назад. Давайте речь. Все остальные были супер дружелюбные. На дорогах всех друг другу помогают. И самое главное, Мурманск — это самый демократичный город России. Потому что здесь повсюду выращивают рассаду. Также стоит сказать, что в Мурманске есть обычные сугробы, которых, конечно, очень много, а есть супер необычные. Например, вот такой. Казалось бы, сугроб, который все сбрасывает, но где-то из угла выглядывает боковая фара этого бедного, несчастного автомобиля. Но с одного угла его расчистили. Ну что, наше путешествие заканчивается в аэропорту Мурманска. И чудом только что, буквально час назад, где-то в глуши мы увидели просто потрясающее северное сияние. Заснять, конечно, что-то получилось, но оно реально зеленое, оно реально яркое, оно реально переливается. Так что это все мифы. Мифы — это просто те, кто его не застали, говорят, что оно бледное, как, например, Варламов. Это не так. Даже на подъезде к аэропорту оно нам освещало путь. В прошлый раз, когда я стоял здесь зимой полгода назад, это были мои последние слова перед тем, как я отравился очень жестко в бургерной в центре Мурманска. Это мои фанаты уже за полгода здесь появились, местные. И я чуть не умер просто в самолете, меня бил озноб. Поэтому я делаю это еще раз и надеюсь, что, поев сегодня в кофейне, со мной все будет хорошо. Спасибо, что были со мной. В этот раз в Териберку я попал и, надеюсь, попаду еще. Это, правда, главное впечатление от Мурманской области, потому что потрясающая совершенно природа и потрясающе, как люди там живут, выживают. Я надеюсь, что он будет развиваться и в будущем. Всем спасибо. Путешествуйте, ребят.